Вадим, пожалуйста, объясни и расскажи, какой продолжительности должна быть каждая тренировка по калистенике. Продолжительность зависит от уровня подготовки. Если вы начинающий, то тренировка может занимать от 45 минут до часу, потому что ваша тренировка должна проходить очень интенсивно, поскольку вы только начинаете, и вы должны максимально шокировать ваше тело в максимально короткое время. То есть вы выполняете образно 10 упражнений. Каждое упражнение вы выполняете ровно по 2 минуты. После 10 упражнений у вас есть 2 минуты отдыха, либо 1,5 минуты отдыха. И таких тренировок вы выполняете, допустим, 3 раза в неделю, как я сказал ранее, для начинающих. Для людей с средним уровнем подготовки тренировка должна занимать от 1,5 часа до 2 часов. Потому что с средним уровнем подготовки у вас уже будет больше возможностей для выполнения более сложных рутин, более сложных упражнений, и у вас уже будет больше сил, чтобы заниматься более долгое время. Потому что для людей, которые только начинают тренироваться долгое время, просто нет смысла, потому что, во-первых, вы не сможете, во-вторых, вы сможете травмироваться, потому что ваше тело не будет подготовлено к таким нагрузкам, и в-третьих, вы должны постепенно подходить к увеличению времени в ваших тренировках. Для людей с высоким уровнем подготовки тренировки могут занимать от 3 до 5 часов времени в день. В зависимости от той тренировки, которую вы имеете. Допустим, иногда, в моем случае, мои тренировки занимают около часа, либо 45 минут, либо 1,5, либо 5, либо 6 часов. То есть зависит от той тренировки, которую вы выполняете. Различные виды тренировок, виды рутин и тренировки по продолжительности времени мы рассмотрим уже позже, тогда, когда мы начнем объяснять вам разные упражнения, показывать технику и давать рутины. То есть от этого вы уже сможете отталкиваться к тому, сколько времени будет занимать та или иная тренировка. Также для начинающих эта тренировка может занимать немножко меньше времени, то есть немножко меньше 45 минут и немножко больше часа. Потому что в тренировках образно с весом, в тренировках более повышенной интенсивностью у вас может быть организм будет требовать больше времени на восстановление. И именно поэтому тренировка будет занимать немножко больше времени. Но 1 час тренировки для начинающих, 1,5-2 часа для средней подготовки и от 3 до 5 часов для высокой подготовки. В это время не входит кардио и разминка. В это время входит только ваша тренировка. То есть, если вы хотите сделать кардио 40 минут, разминку 20-30 минут, то есть это уже вам займет около часа. Будем ориентироваться 40 минут кардио, 20 минут разминка, и вы начинаете. То есть в таком случае время тренировки у вас увеличивается. Если же вы хотите делать кардио и разминку. Разминка должна присутствовать при любом раскладе. Делаете вы кардио, либо вы его не делаете. Разминка с минимальными элементами растяжки всегда должна присутствовать перед началом вашей тренировки, чтобы уменьшить вероятность травматичности, чтобы ее не было практически. Вот так. Хорошо, Вадим, спасибо большое за ответ.